В маленьком турецком городке Бурса развернулась трогательная история о верности и дружбе между человеком и животным. Главными персонажами этого рассказа являются пес Цезарь и его 79-летний хозяин Мехмед Эль-хан, который был парализован и провел последние дни своей жизни в местной больнице. Цезарь был крайне привязан к Мехмету и переживал его отсутствие так сильно, что даже отказывался есть. Когда Мехмед скончался, пес, словно почувствовав это, пришел в больницу, чтобы проститься со своим дорогим хозяином. Взгляд Цезаря был полон скорби и уныния. В день прощания с Мехметом Цезарь вышел впереди всех, указывая путь к последнему пристанищу своего хозяина. После церемонии сын Мехмета взял Цезаря к себе, но собака продолжала исчезать на несколько часов каждый день. Интригованный этим поведением, сын решил узнать, куда уходит пес. По его следу он пришел на кладбище, где Мехмед был похоронен. Там Цезарь просто сидел, проводя часы в раздумьях у могилы своего хозяина. Сотрудники кладбища подтвердили этот ежедневный ритуал. Эта история стала напоминанием о том, насколько глубоки могут быть эмоциональные связи между человеком и его верным четвероногим другом. Цезарь не смог примириться с утратой и продолжал искать утешение, приходя на могилу Мехмета, подтверждая невероятную силу их привязанности. А этот трогательный случай произошел в Соединенных Штатах. 33-летний Райан Джессин стал чувствовать себя все хуже и хуже, у него развилась невыносимая головная боль. Изначально он предположил, что это лишь временный приступ мигрени. Но дни проходили, и состояние Райана не улучшалось. Вскоре он потерял способность подниматься и стал часто терять сознание. Близкие не могли больше смотреть на это и вызвали скорую помощь. После осмотра в больнице врачи вынесли страшный вердикт: у Райана было кровоизлияние в мозге. Несмотря на все попытки медицинского персонала, его жизнь была вне опасности. Главный врач с трудом сказал родителям и сестре, что у Райана остались всего часы. В этот тяжелый момент сестра Райана, Мишель, обратилась с особым просьбой. Она хотела, чтобы в больницу пустили его собаку Молли. Вопреки больничным правилам и рискуя собственной работой, врачи согласились. Мишель тихо привела Молли в палату к Райану, и тут ни одно сдержанное лицо не удержало слез. Молли, казалось, осознавала всю трагедию момента. Она стояла, не отводя взгляда от Райана, как будто хотела запомнить его навсегда. Вскоре после этого Райан скончался, и его похоронили несколько дней спустя. Молли присутствовала на церемонии, но была явно не такой, как раньше. Она шла послушно и покорно, не глядя вокруг. Этот случай быстро стал известен в интернете, и многие предложили принять Молли к себе. Однако семья решила, что они не могут расстаться с ней, так как она всегда была частью их семьи. Теперь они будут уделять ей всю необходимую заботу и любовь. Друзья, обязательно подписывайтесь на канал и пишите комментарии. Вместе мы сделаем мир добрее.